Приветствую, друзья! Сегодня наконец-то стало тепло, такая настоящая весенняя солнечная погода. У меня уже началась весенняя аллергия на березовую пыльцу. И в этом видео мы будем делать полную замену вариаторного масла в моем Subaru Outback 2015 модельного года по прозвищу Кремень. А также будем скрывать поддон, чистить магниты, менять фильтр. Давайте уже приступим. А для замены масла в вариаторе нам потребуется, конечно же, само масло. Выбирайте то масло, которое вам нравится, которому доверяете или которое по карману, но лично моя рекомендация использовать оригинальное масло Linetronic 2. Бадья, емкость для слива масла старого, шланг, разные щеточки, конечно же, мой любимый динамометрический ключ, шприц для залива масла с краником, который я сам установил. Кто не видел мое видео по замене масла в переднем и заднем дифференциале, посмотрите, я ссылочку оставлю в описании, сейчас она выйдет, наверное, в подсказке. Очистители, всякие щеточки, обязательно ветошь, фильтр, ну и всякие ключики. Конечно, мои любимые перчатки, которые защищают хорошо руки. Прокладка для поддона из дюрапрена. Многие считали, что таких прокладок не бывает. Нет, пожалуйста. Вот номерок. Куплено, перетягивает Сергей. Вот так вот. Сразу хочу ответить на вопрос, почему прокладка, а не герметик. Ведь с завода идет герметик. Для работы с герметиком очень много тонкостей и нюансов. Во-первых, нужно выбрать правильный, хорошего качества и уметь им пользоваться. И, конечно, самый главный нюанс – это время, которое нужно выжидать для его полного высыхания. На некоторых герметиках написано, что на отлип он через 2 часа годится, а для финишного набора прочности и высыхания ему нужно до 12 часов. Ну, вот, если есть 12 часов ждать после снятия поддона, ну, наверное, да. Если пару капель попадут между свежим герметиком и самим поддоном, то может не получиться герметичности, и потом поддон будет сопливиться. И получается, что дорогущая процедура будет проведена, а вот такая вот неприятная ситуация. Поэтому я склоняюсь именно к прокладке. Если вы нет, вы знаете, где надо писать. В комментариях. Желательно, конечно, прикупить новые прокладочки для заливной и контрольной пробки и для сливной. Все номерки будут в описании. Если мне еще что-то потребуется, я уже буду говорить об этом в самом процессе. Загоняю машину в гараж и убеждаюсь, что она стоит по уровню. А вот и вариаторная трансмиссия Linetronic. Так, вот он поддон, получается ровный герметик по краям, красного цвета, значит до этого поддон не снимали. Я сейчас быстренько зачищу те места, где будут масло выкапывать, и продолжим. Здесь пробка для слива, здесь контрольная пробка и для залива масла. Единственное, что я заметил, что края у него грани как-то сорванные. Скорее всего, масло проверяли. Может быть, меняли частично, потому что официальный дилер на 60 тысячах может такую процедуру предложить. Сейчас машине 106 750 километров, поэтому это еще один довод для того, чтобы заменить масло полностью. Я всегда сначала скручиваю заливную пробку везде, даже на дифференциалах, а потом уже сливную, потому что если что-то пойдет не так с ней, захрясло или провернулось, то уже потом и масло не залить. Здесь получается пробка с внутренним 8-миллиметровым шестигранником, и он, честно говоря, болтается, черт побери, надеюсь, она выкрутится. И нет, к сожалению, не получается. Кто-то когда-то затянул эту пробку слишком сильно и сорвал грани. Теперь, получается, нужно думать, как ее выкрутить. Машина обслуживалась у официального дилера. Вот такая вот неприятная ситуация. Конечно, можно было бы наварить какую-нибудь гаечку и за нее потом открутить, но слишком много рядом всяких фишечек, поэтому велика вероятность их обжечь. Есть еще, конечно, более гуманный вариант. Это воспользоваться вот таким экстрактором. Вот он мне наконец-то пригодился, поэтому сейчас попробую. До этого я ими не пользовался, посмотрим, что из этого получится. Для тех, кто не знает, экстрактор — это такое приспособление, которое имеет обратную резьбу. Оно вкручивается, и когда мы проворачиваем на откручивание, вместе выкручивается наша пробка.
Вот так должно работать. Давайте посмотрим, что получится. Так-то вообще экстрактор застопорился, я подпилил его до нужной толщины. Сейчас будем пробовать с усилением. С небольшим. Очень туго идет. Не хотел бы резко его рубануть и потерять возможность. К сожалению, придется еще подпилить. Не заходит так. Резюмирую. Не получилось, к сожалению, с этим экстрактором открутить. Наверное, ему нужно все-таки пройти насквозь, тогда он сможет это сделать. Ну, не получается. Там сколько? Миллиметров 7-8. Не зацепляет. Пришлось вот так вот наварить. Взял вот такой металлический совок, прикрыл все нужные места и по-быстренькому обварил. Конечно, сварка — это совершенно другое дело. И что мы видим? Опа! Успех! Ну что, хорошие новости. Удалось выкрутить пробку, так что рано расстраивались. Теперь выкручиваем сливную и начинаем наконец-то слив масла. Моя тара где-то на 8 литров. Специально взял прозрачную, чтобы можно было оценить качество масла, ну, которое вот за 100 тысяч прошло. Хотя на свет оно немножко просвечивается, но вот сейчас прям черное-черное. И таким образом, как видно, бадья на 8 литров, да? Где-то посередине 4. Ну вот где-то 5,5 практически литров слилось вот такого вот масла. Я аккуратненько прорезаю только то место, где находится герметик, чтобы не повредить сам поддон, чтобы он не деформировался. И вот он уже потек, поэтому у меня есть еще большое корыто. Сейчас мы будем ловить. Где она тут? Вот. Заодно посмотрим, сколько еще сольется. Почти все поймал. Почти все поймал. А теперь посмотрите на это. Вот она, металлическая пыль. Вот она тут, возможно, стружка. Все вот эта вот грязь, которая вот накопилась, она уже никак не дает магниту правильно работать, и поэтому он уже не намагничивает всякую ерунду. И вот это все вот может когда-то отлететь и полететь, конечно, забить соленоид и
Тем самым выйдет что-нибудь из строя, к примеру, полный привод. Задница отключится, да и все. Давайте проверим, даже вот так вот снимая поддон, сколько мы всего слили масла. А теперь давайте сольем с большого тазика, чтобы узнать, сколько же у нас было в самом поддоне масла. Так. 500 миллилитров. Ну, половина будет где-то 250, ну, 200. Будем считать, вот 700 миллилитров еще находится в поддоне. Кто бы мог подумать? Да-да, 700 миллилитров помещается в этом пространстве. С ума сойти. И если вы хотите промыть, вот все хорошо. Даже если вы не собираетесь полностью менять масло, так как я буду показывать дальше в видео, то, по крайней мере, снять поддон, промыть вот этот вот грязный магнит, ну, уже будет намного лучше. Сейчас я этим и займусь. Все промою, прочищу, герметик уберу. Думаю, показывать это нет смысла. Ну вот и все. Прочистил и промыл пробки, болтики, магнитик. Смотрите, оказывается, он не черного цвета. Вот так вот. С герметиком, конечно, пришлось повозиться, но отмыл. Давайте теперь проверим прокладку. Ну вообще... Как летаю. Смотрите, как интересно получилось. Там, где стоял магнит, там прям такое вот пятно, да, и все равно, вот оно. Сейчас попробую собрать. Да, и все равно вот здесь вот эта вот пыль. А где магнита не было, пожалуйста, вот он. Прям налет. Сейчас я выкручу эти два болтика и сниму фильтр. В фильтре, я знаю, всегда тоже есть масло, поэтому очень аккуратно. Подставляем бадью. Сейчас будем снимать, с него тоже что-то сольется. Отлично. Перчатки хорошо защищают. Здорово. Фильтр тоже весь в налете, вон рисовать на нем можно. Все это мелкая дисперсионная пыль. Конечно, можно попытаться его промыть, но все-таки настоятельная рекомендация заменить его на новый. Из своей баклажечки я уже слил масло. Вот у меня получилась полная 5-литрушечка. И вот тут вот, ну не знаю, может быть где-то всего 5,7 литров где-то слилось. Давайте теперь сравним, какой оригинальный фильтр и какой купил я. У меня не оригинальный, не помню, говорил ли я или нет, но оригинал стоил до подорожания даже где-то 7,5-8 тысяч. А этот мне обошелся за 1,5. Давайте сравним. Ну, практически идентичный. Единственное, что оригинальный имеет сетку. Сейчас я вам попробую показать. Она гофрированная. Что с этой стороны, что с этой. Да, вот здесь лучше видно. Она гофрированная. Просто металлическая сетка гофрированная. Это же у нас грязевик. А здесь мы получаем обычную сетку, не гофрированную. Да, сама сеточка, кажется, здесь подешевле. Ну, сколько заплатил, столько получил. Поэтому все по-честному. Резиночка есть, а это самое главное. Сейчас мы еще их проверим, чтобы они были одинаковые по толщине. Конечно, можно было попытаться прочистить его, но я не буду так делать. У меня есть новый фильтр, я думаю, с ним будет все прекрасно. А в каком-нибудь из следующих видео я срежу, и мы посмотрим, раскрыв его, какая там грязь и вообще, есть ли она, эта грязь в самом фильтре, как он работает. Прокладку я смочил маслом, так что одеваем его, вдавливая на место.
Достаточно все просто. Затягиваем слегонца. Здесь не нужно никакое суперусилие. Болты, пробки, магниты готовы. Сам поддон и прокладка готова. И, кстати, помните вот эту пробку со свернутым шестигранником? Я на нее наварил обычную гайку, покрасил, так что будет порядок. Такая пробка, как оказалось, стоит баснословных денег. Даже если ее заказывать за 22 дня, она будет стоить около 1500. А если заказывать за 2 дня, около 5. Ну, она мне нафиг не нужна даже за 1500. На некоторых коробках я знаю, что бывают 2, даже 3 магнита. И многие мастера, которые как раз занимаются ремонтом коробок, автоматических или вариаторных, советуют подложить еще несколько магнитов. Ну, я так и сделаю. Я уже заранее закупил неодимовые магниты. Вот такой неодимовый магнит. Размещу его еще и здесь. Он никуда не денется, он даже мощнее, чем этот. Вообще не скользит. Все болтики затянул от руки, сейчас буду протягивать. Когда такая большая пластина, целесообразно ее протягивать с середины. Закрутить эти 2 болта и потом идти влево-вправо, чтобы равномерно было везде прилегание, и наша прокладка нигде не смялась, и в то же время не повредился сам поддон, не деформировался. Новую прокладку и затягиваем болт на 32 ньютона-метра. Таким образом мы будем продолжать, пока масло не полезет обратно. А потом мы переходим к процедуре полной замены масла. Итак, я слил практически 6 литров старого отработанного масла. Открыл поддон, заменил фильтр, прочистил магнит, добавил магнит, все это дело собрал на прокладку и залил 5,5 литров. Но я еще очень далек от того, чтобы провести полную замену. Ведь у нас 12 литров масла приблизительно вмещает в себя вариаторная трансмиссия Lanotronic, а у меня только половина. Переходим к самому интересному. Я достаточно слабый художник, но попытался нарисовать схему, по которой мы будем дальше действовать при полной замене масла. Вот мы поменяли около 5,5 литров свежего масла. Желтым цветом я его указал, потому что не было зеленого и синего. Здесь у нас старое масло, вот это вот оранжевое, черное наше масло, и оно никак отсюда не выходит. Теперь, что мы будем делать? Мы хотим, чтобы вот это свежее масло выдавливало вот это старое. А как оно это будет делать? У нас же дальше по коробке есть 2 выхода. Они все идут на теплообменник. Вот он, вход и выход. Этот контур закольцован, и нам нужно сделать разрыв. Мы можем сделать, допустим, разрыв здесь, и, соответственно, когда заведем машину, насос, который находится в коробке, будет выгонять именно вот это старое масло. Мы подставим какую-нибудь бутылочку, может быть, 1,5-2 литра, и сольем литрушечку.
Сливаем литр, глушим машину, добавляем свежего масла. И так проделаем несколько раз, пока не увидим, что выходит достаточно свежее масло. Теперь у тех, у кого есть радиатор охлаждения, ну как у меня. В принципе, вот 2015 модельный год, Subaru Outback имеет радиатор охлаждения. Ну, я знаю, что некоторые модели, особенно с американского рынка, такую могут не иметь. На автомобиле Subaru ранних годов радиаторы не устанавливались, такие как XV, Forester, и даже на некоторые Outback Соединенных Штатов Америки, наверное, самые холодные штаты, тоже не устанавливали радиаторы даже вот в 15-16 годах. Поэтому, если у вас такой автомобиль, имейте в виду. А теперь, если у вас есть радиатор, как у меня, мы можем сделать разрыв вот здесь, в подкапотном пространстве, тем самым вот эту часть, которая проходит через радиатор, чтобы она не осталась грязной, то есть максимально выдавить старую жижу и отсюда. В принципе, ни с этим вариантом проблем возникнуть не должно. Здесь, мне кажется, просто немножко поудобнее, потому что эти патрубки находятся вот прямо рядом с радиаторной решеткой, где аккумулятор. Здесь с теплообменником немного неудобнее это делать, но также все возможно. Сейчас я покажу, где находятся патрубки подачи и обратки жидкости вариатора. Прямо напротив переднего пассажира с правой стороны. С правой стороны патрубок подачи, отсюда жидкость выходит, а с левой стороны патрубок обратки. Но с 2015 года вот Subaru Outback, Legacy и, возможно, других моделях они сделали уже не патрубок, а вот трубочка, которая идет вот под чехлом, и она как под болтик. Вот это вот обратка, вот это подача. Вот она как раз трубочка, она подходит сюда. Я знаю, что в XV и Forester, особенно в ранних моделях, у них как раз два патрубка. Можно как раз здесь разделять, то есть отсюда выходит жидкость и пошла на теплообменник, а отсюда как раз снова заходит вариатор. То есть левую разрываем и с этого патрубка как раз собираем всю грязную жижу и добавляем свежую. Теперь, что касается теплообменника, можно разрыв сделать здесь. В принципе, также удобно, легко достать, возможно, придется только снять воздуховод для лучшего доступа. Вот этот шланг как раз идет на радиатор. То есть, отсоединив этот шланг и направив его в бадью для приема грязного масла, мы также можем проделать полную процедуру замены. И теперь для тех, у кого есть радиатор. Радиатор устанавливается под передней решеткой, вот здесь вот он с правой стороны, и здесь же находятся к нему патрубки. Два патрубка, прямо рядом с аккумулятором. Слева получается подача, справа обратка. То есть я сначала отсоединил этот шланг и опытным путем выяснил, что получается отсюда как раз жижка выходит. Соответственно, чтобы она прошла полностью через радиатор, вымыла все масло грязное, которое там осталось, я установил сюда шланг. Вот этот шланг был здесь на штуцере, я его отсоединил, отсюда масло пойдет. Через трубочку соединил как раз вот с таким прозрачным моим шлангом. А здесь просто накинул, на всякий случай, чтобы ничего не попало, никакая грязь. Заглушил таким образом. Устанавливаю нашу бадью для грязного масла, она здесь как раз хорошо встает, 2-литровая бутылочка, чтобы ничего не вытекло. И сливать мы будем литр, в принципе больше даже не нужно. Литр сольем, литр зальем. Я специально приобрел такие прозрачные шланги, чтобы видеть, когда масло пойдет, какого цвета, и чтобы можно было вовремя заглушить машину. Ну что, теперь, надеюсь, стало понятно, как будет проходить полная замена масла. В любой коробке есть свой насосик, как раз отвечающий за циркуляцию. Как только мы разрываем где-то трубопровод, то, соответственно, выгоняем старое масло и запускаем новое. Самое главное не увлечься. То есть у меня 2-литровая бутылка, но я не собираюсь наполнять ее полностью. То есть лучше я сделаю эту процедуру почаще, то есть 5, 6, 7, 8 раз залезу и залью туда по литру, нежели я буду сливать по 2 литра и, соответственно, по 2 заливать. Лишнюю нагрузку на вариатор я давать не буду, хотя, в принципе, в этом нагрузки никакой нет, потому что она будет работать на холостом ходу. Также я подергаю селектор КПП, чтобы все масло грязное вымылось и из тех полостей. Раз, два, три, хватит болтовни, понеслась!
А теперь снова выкручиваю пробку, которую я затягивал от руки, и заливаем масло. После того, как я прогнал масло по всем передачам, крайний раз заливаю до уровня. И дальше мы будем заводить машину и уже на горячую выводить уровень. Потому что при нагреве масло расширяется, и мы будем нагревать вариаторную трансмиссию до 35-45 градусов. Ну, я думаю, оптимально 40. Это можно будет по-разному сделать. Я покажу, как я это буду делать. Коробка полностью заполнена, так как масло начало вытекать из заливной горловины. Сейчас дождемся, пока все вытечет, закрутим и, соответственно, заведем машину. Будем нагревать до 35-45 градусов и уже на работающей машине откроем пробку для того, чтобы выяснить, какой уровень. Если ничего не будет вытекать, то добавим, либо лишнее сольется. Для определения температуры жидкости вариатора можно использовать пирометр. Я буду использовать свой ОБД-сканер и приложение Актив ОБД. Вот она. Специально для Subaru. Сейчас я подключу его, заведу машину и уже буду очень четко отслеживать температуру нагрева жидкости. И в пределах 35-45 откроем пробку и проверим уровень масла. Если оттуда не потечет, не польется ничего, значит добавим. Если польется, то подождем, пока выкопает, и, соответственно, уже закручиваем пробку, все готово. I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty.
Все, на горячую коробка заполнена. Теперь дождемся, пока все вытечет лишнее, и будем закручивать. Напомню, здесь 50 ньютонометров на пробку. А здесь 31. Вот, кстати, слилось 15 литров моего грязного масла. Небольшой сравнительный тест. В первом стаканчике масло было в вариаторе, пробег 106 тысяч километров. Вот такое масло во втором стаканчике как раз после замены в 12 литров. В третьем стаканчике это первая промывка. Я еще как раз погонял КПП на драйве, задержался на реверсе. И вторая промывка. В последнем стаканчике то масло, которое свежее, да, то, которое вот как раз в бадье Linetronic. Ну вот видно, что после первой промывки, в принципе, вторую можно было и не делать. Где-то ушло еще порядка литр, может быть, 1,5. Ну, я хотел добиться максимального результата. Ну что, вот и все сделал. Долго ждал, готовился, а все уже и закончилось. Не хочу сказать, что процедура сложная, но щепетильная. Бывали какие-то моменты, вот немножко меня расстроило с этой пробкой дорогостоящей. Ну, выкрутился, конечно, время заняло, вот это подвари, срежь, снова подвари. Но ничего страшного. Такое всегда бывает, к этому надо быть готовым. Самое главное результат. А результат таков, что поддон открыл, как и собирался, почистил магниты, добавил еще магнитик, заменил фильтр. Конечно, фильтр не оригинальный, дешевый, там обычная сеточка, в хорошем оригинальном там она гофрированная, наверное, гофрированная получше будет, ну, что заплатил, то и получил. И если этот оригинальный фильтр с гофрированной сеточкой, его еще как-то, наверное, можно попытаться промыть ввиду своей дороговизны, то, наверное, вот этот дешевый не стоит даже и пытаться промывать, только замена. Мне, в принципе, понравился весь процесс. Как сливал масло, открывал поддон, менял фильтр, все это прочищал, заливал новое масло, потом промывал. И на выходе результат, поэтому, ну, было интересно. Если вам тоже интересно, и вы когда-нибудь надумаете такое делать, то я дал информацию. Но тут каждый решает сам. Я никого, как уже говорил много раз, ни к чему не подталкиваю. Если будет желание, делайте. Нет, ну, значит нет. Еще один важный нюанс, о котором я не сказал. У нас есть счетчик старения масла. Его можно снять только на дилерском оборудовании, у официального дилера. Или прикупить его, он будет там стоить, наверное, 40-50 тысяч. И всегда встает один и тот же вопрос, сбрасывать этот счетчик или нет. Но если вы меняете, наверное, частичные замены масла, наверное, может быть нет. А если вот такая вот полная замена, потому что вариатор, он же адаптивный, и он сейчас не понимает, что у него свежее масло, а насосик будет гнать точно так же, как вот старое масло гнал. Поэтому, чтобы никаких там проблем не возникло, не именно в работе, а в механической части. Но, наверное, это для того, чтобы не было какого-то усиленного износа. Можно заехать к дилеру, и он там быстренько в течение там, получаса за 2000 рублей снимет эту адаптацию. Но они как? Сбрасывают адаптацию и заново обучают коробку. Что вот это вот очень, в принципе, хорошо. Хотя, вот если смотреть на американцев, они меняют впервые полной заменой, делают масло в 200 тысяч километров. И никакой адаптации не сбрасывают. Ездит и все прекрасно. И поэтому каждый принимает решение самостоятельно, делать или не делать. Ну а как считаете вы, стоит ли сбрасывать адаптацию или можно этого не делать? Напишите в комментарии. И если это видео вам было интересно и познавательно, не забывайте поставить ему огромный лайк, потому что я старался. Подписывайтесь на канал, напишите интересный комментарий. Меня зовут Сергей Перетягин. До новых встреч в эфире и пока.